Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот эту вкусненькую, очень так аппетитно выглядящую модель, джемпер, связанный красивыми аранскими косами. Это бабочка, называется этот элемент, который вы видите в центре моделечки. Вот это вот. Это такой вот шикарный узорчик, который мы сегодня с вами будем изучать. Я нарисовала схему. Знаете, иногда в жизни бывают такие моменты, когда хочется выглядеть, ну, просто ах, да? И вот я считаю, что этот джемпер, он именно для этого случая очень подходит. Такой, знаете, вкусная конфетка. Я его так про себя окрестила. Наверное, как-то он еще визуально, да, вот это вот что-то такое от конфетки есть. Ну, в общем, мне очень понравился этот джемпер, эта модель. Схему нарисовала узора. Сегодня мы с вами полностью сделаем расчеты с 42 на 52 размер. И, в общем-то, полностью сегодня будет у нас с вами составлен проект вязания данного джемпера. Всем, кому понравилась эта модель, я сейчас вам кое-что еще покажу. Вы знаете, точно таким же узором я нашла модель, я так понимаю, это один и тот же дизайнер. Вообще это брендовая модель от Шейна. И я вам сейчас покажу, вы очень сильно удивитесь. Есть кардиган, который связан точно таким же узором. И он тоже не менее эффектно смотрится. Итак, давайте я вам полистаю. Вот так еще у нас. Вот такие еще фотографии этого джемпера, значит, представляет нам дизайнер. Ну, в принципе, здесь все понятно, да? По спинке мы сделаем точно такой же узор. Спинку я не вижу у этой модели. Наверное, она существует, но я ее не вижу. И, конечно же, мы сделаем их одинаково, чтобы у нас по плечику узоры совпали, и это было эстетично и красиво смотрелось. А теперь кардиганчик. Вот такой кардиганчик я нашла на просторах интернета, в том же брендовом интернет-магазине. Сейчас я вам покажу, там по спинке просто шикарнейше смотрится, полистаю вам. Ну, эту девушка у нас тут демонстрирует. Можно, конечно, видите, здесь нет застежечек таких, да, то есть я знаю, что большинство из вас любит кардиганчики, когда здесь планка с пуговичками, да, но здесь вот видите, она у нас такая без пуговичек, но ничто не мешает вам их создать самим, правильно? И вот смотрите, по спинке узнаете узорчик, да, бабочка, то есть если там в джемпере у нас используется бабочка, а потом симметрично, зеркально идут половинки этих бабочек, то есть идет косичка уже в половину бабочки, то здесь эти бабочки идут друг за другом. Вот. И, в общем-то, схема та же подходит. Я вам сейчас приближу. Это та же самая схема. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот, очень красивая модель. Вот вам, пожалуйста, как идея, можете связать. Здесь планка побольше, ниточки потоньше, то есть она, как вы понимаете, это машинная вязка. Ну, в общем-то, связать кардиган этим узором, вот вы видите, как это выглядит, по-моему, очень-очень шикарнейшим выглядит. Очень мне нравится. Полистаю вам. Вот, сейчас еще приближу. Видите по переду, как они сделали, планка и пуговичек нет. Сейчас это очень модно стало. Длина у нас средняя, не длинный, не короткий кардиганчик. Вырез вот здесь идет обычный, V-образный. Вот. Ну, такая хорошая, эффектная вещь, которая пригодится в гардеробе, я хочу сказать, любой из нас.
Вот. Цвет, конечно, можно по желанию выбирать. Вам показываю, как тут по переду они у бабочки делают. Вот. И, в общем-то, очень хорошо виден сам узор, как сделана планка. Планка у нас, видите, здесь как связано, чередуются полосочки изнаночные, два ряда изнаночных, два ряда лицевых. Вот такая планочка, вот такой дизайнерский момент. А сама резиночка 1 на 1 у нас идет. Так что можете скопировать эту модельку. Я по ней мастер-класс не буду делать. Но я думаю, что самое главное это начертить схему узора, в принципе. А все вот эти расчеты для вязальщиц, как бы много обучающих. У меня есть ссылка, будет под видео на обучающий мастер-класс по расчету изделия. Возьмите любой мой кардиган, и там, в принципе, вам будет понятно, как петельки рассчитать. Можете оттуда взять выкройку. То есть, в принципе, кто очень захочет связать эту модель, он без труда добьется того, чего хочет. Это вот мое личное мнение. Ну и вот эта моделька, которую мы сегодня с вами будем вязать, будем разрабатывать на нее проект. Вот. И я вам ее приближаю еще раз. Вот этот узор шикарнейший. Обратите внимание, как выполнен вырез горловины. Очень интересный такой момент. Оригинальный, я бы так сказала. То есть здесь свободно петли просто закрываются и ничего нет. Знаете, все вот так в свободном, так скажем, спуске идет. Изнаночная гладь, как вы понимаете, она, видите, таким ложится валиком. Очень красиво смотрится. Обратите внимание, рукава и перед и спинка у нас вяжутся разными узорами. Рукавчик вяжется здесь путанкой 2 на 2. Вот. И мы с вами схемочку, я вам покажу, как вязать эту путанку, для кого это как бы составит сложности. Итак, мои хорошие, сейчас мы с вами посмотрим пряжу, которую я предлагаю для вязания этого джемпера. Итак, для вязания я выбрала пряжу белорусская из фабрики Камтекс, серия Классик, полушерстяная пряжа. Акрил 50%, шерсть 50%, отлично скрученная ниточка средней толщины. Вот тут у нас телефон, изготовлен в России, полушерсть. Цвет у нас используется. Давайте посмотрим. Ну, просто написано топленое молоко. Вот. И где тут метраж? Никак не могу понять. А вот. В 300 метрах 100 грамм. Отличная средней толщины пряжа. Мне она очень нравится. Она мягчайшая, не колется, хорошо скрученная. Вязать одно удовольствие. Вот так она смотрится в вязаном полотне. Нежная. Такая, знаете, средней толщины, то есть не толстая, не тонкая. Спицы я использую 3,5 для вязания этого узора. Вот так выглядит у нас раппорт узора. Вот это раппорт узора. И далее он повторяется. Давайте посмотрим схему, которую я рисовала. Схема узора вот таким образом у нас с вами выглядит. Раппорт составляет 24 петли в ширину и 20 рядов в высоту. Вот. Вот эти все пустые клеточки — это лицевые петельки у нас. И то, что вот эти вот, вы видите, перекрещивания, соответственно, перекрещивание 4 петель, вот это направо, а вот это зеркально налево. Но мы с вами этот узор свяжем, поэтому я не думаю, что у вас вызовет он какие-то затруднения. Делайте скрин, девочки, экрана. Для вязания этого джемпера схема будет просто жизненно необходима, потому что можно тут как бы немножечко запутаться без схемы. Так, и давайте посмотрим выкройку. Выкройка вот такая у нас с вами. Как видите, самая наипростейшая, самая. То есть у нас просто прямоугольнички, вырез лодочкой. Вот здесь рукавчик прямой, планочка везде есть. Здесь она вот такая маленькая показана. 5 сантиметров у нас она в реальности будет резинкой 1 на 1 вязаться. Далее пойдет узор.
Вот. Все детальные расчеты мы сделаем с вами во второй части видео, после того, как свяжем образец. И, в общем-то, вы там все увидите. Это конец видео, минут 15-10 от конца. Смотрите расчетную часть. Я распределяю там узоры, делаю расчет вам по петельной, объясняю, откуда эти петли взялись, как я их определяла, да, то есть все там есть. Ну и наше описание, которое я всегда выкладываю под видео, она имеет вот такой вид обычно. И здесь я составляю инструкцию, вся последовательность действий ваших, она здесь изложена. То есть кратко, емко, сами знаете, краткость – сестра таланта, да, поэтому мы с вами делаем все кратко и лаконично. Ничего я не люблю делать попетельно. И это никому сейчас не нужно. Попетельный мастер-класс, на мой взгляд, это что-то такое немного изжившее себя. Сейчас можно сделать короткие видео мастер-классы по обвязке горловины. То есть вот эти вот технологические моменты, которые требуются в любом джемпере, они все очень похожи. Как обвязать вырез горловины, какой шов использовать. А вот описание на много размеров, я считаю, это более предпочтительно, чем мы вяжем попетельный мастер-класс на один размер, в который не факт, что вы попадете. Вот, и, в общем-то, поэтому пользуйтесь, девочки, современными методами вязания, пользуйтесь проектами вязания. Вот данный формат моего канала именно включает в себя проекты по вязанию моделей. Причем модели берутся самые интересные, брендовые, которые я нахожу от лучших мировых дизайнеров на своем канале. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию образца и определению плотности. Для вязания образца набираем 34 петли. Спицы 3,5 используем. И далее вяжем с вами. Первый ряд я связала следующим образом. Вспомогательный, так скажем, ряд, потому что сейчас начнутся переплетения. Лучше, чтобы здесь уже как бы было 2 ряда провязано. Девочки, я просто вам рекомендую, так сказать, вспомогательно связать 4 изнаночные, затем 24 лицевые по центру, опять 4 изнаночные и закончить это все кромочной, то есть понятно. Вот, и сейчас начинаем первый ряд. После того, как вы это свяжете, то есть 2 вспомогательных ряда, лицевой и изнаночный. Кстати, изнаночный ряд вяжите, как смотрят петли, это понятно, да? И давайте начнем с вами вывязывать эту шикарную косу. У нас с вами в первом ряду вот небольшие переплетения. Значит, мы вяжем 4 изнаночные и начинается коса. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем 4 петли перекрещиваем направо. 4 петли снимаем на правую спицу. Затем первые 2 петли за работой, следующие 2 высвобождаем перед работой. Вот таким образом их, видите, перекрещиваем. И все 4 вяжем лицевыми. Затем 8 лицевых идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем у нас идут перекрещивания следующих 4 петель налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой остаются, а за работой высвобождаются вот эти 2 петли. И мы их аккуратно кончиком правой спицы вот таким образом возвращаем на левую. Видите, перекрестили 4 петли налево. И все 4 петли вяжем лицевыми. И осталось у нас в косе еще 4 лицевые. Косу связали. Затем у нас тут 4 изнаночные и кромочная изнаночная.
Все четные ряды вяжутся у нас, как смотрят петли. Итак, у нас с вами третий ряд. Вяжем 4 изнаночные. И у нас с вами начинается опять коса. Сейчас у нас будут 2 лицевые. Затем 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли. Первые 2 за работой у нас остаются. Высвобождаются следующие 2 перед работой. Мы их размещаем. Вот таким образом меняем их местами и вяжем как 2 лицевые и еще 2 лицевые. То есть всего 4 лицевые. И дальше вяжется еще 4 петли, перекрещиваются также направо. Снимаем 4 петли и также их, значит, первые 2 за работой, следующие 2 высвобождаем перед работой, перекрещиваем их, меняем местами и все 4 вяжем как 4 лицевые. Отлично. Затем по центру косы у нас 4 лицевые. И следующие 4 петли перекрещиваем с вами налево. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 петли перед работой вяжем, следующие 2 за работой. Вот таким образом их меняем местами. И 4 петли вяжем как лицевые. Далее у нас снова 4 петли перекрещиваются налево. Снимаем 4 петли. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Вот так перекрестили, поменяли местами. Все 4 провязали лицевыми. И осталось еще у нас с вами 2 лицевые в косе. Вот что уже получается. И далее у нас 4 изнаночные идут. И кромочная тоже изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд. В 5-м ряду у нас, значит, 4 изнаночные идут перед косой. И затем идет коса. Мы вяжем с вами сейчас 4 петли, будем перекрещивать направо. Снимаем 4 петли на правую спицу и меняем их местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И вяжем все 4 лицевыми. Затем у нас с вами идут еще 4 петли, тоже перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли и меняем местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. И 3-й раз мы делаем то же самое. 4 петли, снимаем на правую спицу, будем перекрещивать их направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, провязали как 4 лицевые. Это был самый такой напряженный, я бы сказала, ряд в раппорте, когда мы подряд перекрещивали 6, получается, петель. Но 6 у нас 3 раза мы перекрещивали по 4 петли. И сейчас у нас будет еще перекрещиваться также 3 раза будет перекрещиваться по 4 петли, но теперь с направлением влево. Снимаем 4 петли на правую спицу и первые 2 петли перед работой, а следующие 2 петли высвобождаются за работой. Меняем их местами. И все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли также перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами и вяжем как 4 петли. И еще раз, 3-й раз перекрещиваем 4 петли налево.
первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой, поменяли их местами, все 4 вяжем лицевыми. И осталось у нас еще 4 изнаночные за косой. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Вот так уже у нас с вами вырисовывается вот такая красивая получается вязка. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли, самостоятельно. 7-й ряд. Ну, перекрещивания у нас теперь пойдут на убыль в косе. Вяжем 4 изнаночные. И сейчас будем с вами вязать, значит, первые 2 лицевые в косе вяжутся без перекрещиваний. Затем 4 петли перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Следующие 4 петли также перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. И дальше по серединочке у нас просто 4 лицевые. И снова идут перекрещивания налево теперь. 4 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли их местами, все 4 вяжем лицевыми. И следующие 4 петли перекрещиваем таким же образом налево. 4 петли сняли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами, вяжем как 4 лицевые. Так, и осталось еще в косе 2 лицевые. Косу связали, осталось 4 изнаночные за косой провязать и кромочные тоже изнаночные. 8-й ряд переворачиваем, вяжем как смотрят петли. 9-й ряд вяжем. Он у нас такой: 4 изнаночные перед косой, коса. Первые 4 лицевые вяжем просто без изменений. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли, петельки меняем местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, все 4 вяжем лицевыми. Затем по центру у нас идут 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, провязали их как 4 лицевые. Осталось в косе еще 4 лицевые. И за косой 4 изнаночные вяжем. Кромочная, изнаночная. У нас 10-й ряд вяжем как смотрят петли. 11-й ряд у нас с вами вяжем 4 изнаночные, 24 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И осталось за косой еще 4 изнаночные связать. Кромочная и изнаночная. И далее у нас идет 12 ряд, как смотрят петли делать. 11 ряд мы связали, 13, 15, 17 и 19 ряды лицевые. 20 ряд заканчиваете так же, как мы с вами так же, как 12 ряд, все петли изнаночные вяжем в косе, да? Вот, и после этого
у нас идет повтор раппорта. То есть у нас с вами повторяется все снова с первого ряда. То есть вот 20 рядов у нас высоту занимает наш раппорт. Вроде как лицевая гладь, и в то же время это не просто лицевая гладь, а такая-то она у нас вот вся такая-то, вот она у нас вызывающая изумление, да. Так, девочки, сейчас я бы хотела сделать влажную тепловую обработку нашего образца, чтобы нам плотность посчитать по вертикали, по горизонтали будем расчет делать, потому что без него мы дальше не можем, значит, вязать, в принципе. У нас не будет ни количества петель правильно, ни, в общем-то, распределения узоров. Нам эти циферки жизненно необходимы. Так, и давайте сейчас горячим паром обработаем наш образец влажным горячим паром. Так, и вытягиваем. Ничего не боимся, тянем в разные стороны наше вязаное малюсенькое полотно. Так, еще разочек. Обращаю внимание на кромочные петельки, выпрямляем их. Они нам очень будут нужны, потому что мы их тоже участвуем, в общем, задействуем сейчас в расчетах. Они у нас будут неотъемлемой частью наших расчетов. Итак, хорошенько все вытянули и оставили вот так в свободном состоянии сохнуть. Итак, девочки, у нас с вами образец готов к тому, чтобы замерить плотность. И мы берем простую линеечку, прикладываем ее. Я вот хочу вот здесь прикладывать, в том месте, где у нас были переплетения. Так, получается 15 сантиметров вместе с кромочными. 15 сантиметров. И мы набирали 34 петли. 34 делим на 15 сантиметров, получаем 2,26, 2,25 давайте сотых напишем. Итак, в одном сантиметре у нас с вами 2,25 петель. Так, теперь у нас вертикальная плотность. Для этого мы с вами прикладываем линеечку, измеряем ее в длину, наше полотно. Так, прикладываем 15,5 здесь получается. И я сейчас скажу, сколько рядов участвует у меня конкретно сейчас в образце. И мы берем с вами нашу машиночку старенькую счетную, мою счастливенькую. Вы знаете, с этой машинкой я уже на протяжении 25 лет. Такая она старая. Я еще с ней в институте работала. Я инженер-эколог по образованию. Она увидела, девочки, без преувеличения. На ней было рассчитано более 1000, наверное, проектов за жизнь я сделала экологических. И вот сейчас я веду YouTube-канал по вязанию. И вы уже видели на моем канале тоже очень много всяких проектов, только теперь уже вязальных, так скажем, да, моделей. Итак, 34 ряда у меня узор, образец высоту мы делим на 15,5 сантиметров и получаем плотность 2,2, будем округлять. И мы это все сейчас с вами вот сюда запишем. В одном сантиметре 2,2 ряда. С этими цифрами мы сейчас с вами будем расчеты делать. Так, девочки, вот такую выкройку я решила использовать. У нас здесь вырез лодочкой, то есть его в принципе нет. Спинка и перед совершенно одинаково вяжутся. Сейчас наша задача с вами правильно определить количество петель, которые мы будем набирать по спинке, переду, рукавчику.
И все это дело необходимо будет вот так расположить красиво, вот в такой симметричной, красивой, так скажем, системе. Увязать. Итак, сейчас начнем с того, что вяжется у нас планка по низу изделия на высоту 5 сантиметров резинкой 1 на 1. Количество петель набирается меньше, чем здесь указано, на 16, 18 и 20 петель, в зависимости от размера. И сейчас я скажу вам, какие у нас будут участвовать размеры. У нас с вами будет участвовать размер 42-44 и ширина будет 50 сантиметров. То есть это очень свободный крой. Оверсайз у нас получается джемпер. Для второго размера 46-48 мы берем 54 сантиметра ширину. И для 50-52 размера мы берем 59 сантиметров. Здесь я не стала очень уж широкий делать. Как бы здесь, знаете, в рамках разумного все получается. И в петельном эквиваленте на узор, подчеркиваю, не на резинку, а на узор, у нас получается, мы с вами 50 сантиметров должны умножить на нашу плотность, 2,25, вот эту плотность, которая верхняя по горизонтали, да, то есть 50 сантиметров умножаем на 2,25 плотность по горизонтали и получаем 112 петель. Второй размер у нас идет с вами 54 сантиметра умножаем также на плотность 2,25 по горизонтали, 122 петли я взяла, четное будет число. И третий размер у нас с вами 59 сантиметров на 2,25 плотность, 132 петли. И как я распределяю узор? Иду от середины. Итак, наш с вами узор, коса наша, занимает 24 петли. Если вы внимательно посмотрите на модельку, вы увидите, что у нас с вами справа и слева, помимо вот этой центральной косы, красивой большой бабочки, я бы ее так назвала в аранском вязании, она называется такой элемент, когда на две стороны идут вот эти вот симметричные такие переплетения, это бабочка. Так вот, в нашей бабочке, если ее вот так вот разделить по центру, да, поставить линеечку, то зеркально у нас будет одна половина на 12 петлях вязаться и вторая на 12 петлях, да? Поэтому условно я вам сейчас показываю распределение узоров. Смотрите, по центру 24 петли бабочка целиком, 5 и 5 это изнаночные петли идут с двух сторон. И вот эти цифры 12, 12 это половина нашей бабочки. Причем вот это правая половина, а это левая половина. Так вы и здесь распределяете узоры, будете вязать вот эту в правой половине. У вас идет первая часть узора на 12 петлях, а следующие 12 петель у нас идут, это вторая часть, вот это левая, да, то есть зеркалем. 12, 12, 12, 12. И между нашими узорами, между косами, по 5 изнаночных распределяем. Заканчиваем все 9 изнаночными и кромочной. Здесь у нас получается. Вернее, начинаете вы с кромочной, 9 изнаночных, затем идет коса на 12 петлях, 5 изнаночных, коса на 12 петлях. Вот эта половинка правая здесь располагается на 12 петлях. И все в середине, значит, 24 петли у нас целиком идет наша бабочка. А здесь все зеркалится. Вот. И в сумме это 92 петли, плюс мы добавляем вот эти изнаночные с кромочной по 10 петель, да, 10 здесь, 10 здесь, то есть 92 плюс 20 будет вот такое число 112 петель. Дальше у нас на 46-48 размер идет распределение узоров следующим образом. 122 петли, здесь у нас будет с вами 14 петель изнаночных и кромочной. То есть в сумме это 15 петель. Здесь 14 также изнаночных и кромочная, да, понятно. Тут 9, здесь 14 и кромочная.
И третий размер я отдельно нарисовала, чтобы было более понятно. Здесь у нас будет следующим образом. Много очень петелек, и поэтому в узоре будет задействовано 126 петелек. Смотрите, идет у нас наша центральная бабочка по 5 изнаночных с двух сторон, по 2 косы зеркальных, подчеркиваю, половинка узора вот этих, кто не понял, половинка. В правая часть здесь вот так располагаем бабочку, то есть делим ее пополам, и коса у нас идет на 12 петлях вот из вот этой правой части узора, да, и в левой части узора у нас идет коса на 12 петлях, но вот эта, которая занимает следующие 12 петель. Смотрите, видите, 12 здесь, 12 здесь. Это правая часть, это левая часть нашего джемпера. Вот. И по центру целиком идет бабочка. Между всеми косичками по 5 изнаночных. Заканчивается все 2 изнаночными справа-слева и кромочной. Вот такое расположение. Там, где 12, это вот половинка косички. Это правая часть узора, это левая часть узора по схеме. Так. И вот я тут написала, из чего все складывается. 126 петель у нас задействован в узоре, 2 кромочные, 4 изнаночные, то есть вот эти вот 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. В сумме это 132 петли. Все, мои хорошие, вот такое распределение узоров. Надеюсь, вам понятно это все изображение. Теперь опять сюда идем на выкройку, смотрим. На плечи у меня по 23, 28, 33 петли остается. И по центру на все размеры я сделала 66 петель. Это идет у нас вырез горловины. Пройма. Высота проймы я сделала на первый размер 20, на второй 21 сантиметр, на третий 22 сантиметра. Общая длина изделия 58, 59, 60 в зависимости от размеров сантиметров. И сразу переводим все эти сантиметры в ряды. Каким образом? Ну, планку я не считаю. Из этого числа вычитаем планку, то есть 58 отнять 5 сантиметров планки, это будет 53 сантиметра. Мы умножаем на нашу плотность по вертикали, которую мы с вами сегодня определили, в 1 сантиметре 2,2 ряда. 53 на 2,2 получается 116 рядов, девочки. То есть вот эти вот я пишу 53 сантиметра, это 116 рядов. Обязательно руководствуйтесь рядами при вязании, мои хорошие. Обязательно. Не игнорируйте вертикальную плотность. Очень сильно вытянется у вас после стирки ваше изделие. Вы будете очень переживать по поводу того, что оно стало очень длинной, растянутой такой, знаете. Вот, пожалуйста, придерживайтесь правильной технологии вязания, используйте нашу расчетную вертикальную плотность. Она спасет вас вот от этой беды, скажем так. На рукавчике мы также набираем планку, там получается на 20 петель меньше, вяжем резиночкой 2, 1 на 1, да, у нас везде резинка, кстати, 1 на 1. Вот, и затем переходим на узор. Узор у нас здесь будет другой, не такой, как мы вязали спинку перед, а путанка идет. Причем путанка 2 на 2 у нас располагается. Сейчас я вам схему покажу. Смотрите, такая схема маленькая. То есть у нас всего 4 ряда, эта путанка будет высоту занимать, и 4 петли в ширину. И получается она вот таким образом у нас выглядит, смотрите. То есть у нас идут с вами 2 лицевые, 2 изнаночные. И так чередуем. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные в первом ряду. В четных рядах, то есть 2 и 4, мы вяжем, как смотрят петли, как они лежат на нас смотрят. И в 3 ряду меняем в шахматном порядке петли. То есть там, где были лицевые, вяжем изнаночные 2, там, где были изнаночные 2, вяжутся 2 лицевые над ними. Вот и все.
вот такая путанка. Я думаю, что путанка, так же как лицевая гладь, изнаночная гладь, умеет вязать все из вас. Правильно? Это показывать не надо. Это само собой разумеющееся. Такой легенький очень узор. Плотность у путанки другая. Там в 1 сантиметре 1,9 петель. И мы поэтому с вами будем использовать сейчас немножко другие расчеты. С учетом этой плотности рукав полностью вяжется путанкой. Поэтому, вот видите, я вначале посчитала петли для узора. То есть, если кто-то из вас захочет сделать узор в виде косы на рукавчиках, вы можете вот эти петли взять. Я уже по нашей плотности расчет сделала. Если вы хотите вязать, как в оригинале, путанкой, петель будет меньше. 76, 80 и 84 в зависимости от размера. То есть, в последнем изнаночном ряду планки вы делаете прибавку 20 петель. И затем у вас идет путанка. Распределяете вот здесь узоры на этом количестве петель. И смотрите дальше. Все вот это вы дело свяжете, и сборка идет. По поводу выреза горловины. Здесь своеобразный вырез, да, вы видите, его как такового нет. Он у нас просто вот на ширину 66 петель не сшивается. То есть это очень большой вырез, я вам честно скажу. То есть он рассчитан на то, что будет плечо совсем маленькое. Если вас это не устраивает, конечно, вы эту величину можете вот здесь пододвинуть, да, и сделать его поменьше, как вам удобно будет. При желании вы можете сделать обвязку. Я пишу об этом в своем описании под видео, что на круговых спицах можно поднять петельки и этот вырез 2-3 ряда платочной вязкой обвязать. То есть, ну, для того, чтобы он так не топорщился, как вот в оригинале вы видите, да. Но вообще модель дизайнерская была как бы спроектирована вот именно таким образом. То есть это изюминка этой модели, да, такой красивый вырез. Ну, красота тут, конечно, понятие относительное, но просто вот и такая модель имеет право на жизнь, согласитесь, да? То есть разнообразие моделей и создают наш прекрасный мир вязальный, согласитесь. Если все будет одинаковое, то, наверное, будет это как-то немного скучно, да? То есть вот такое разнообразие внес наш дизайнер в эту модель, и она имеет право на жизнь. И кому-то она может очень сильно понравиться, согласитесь. Ну а вы можете ее адаптировать под себя. То есть здесь можно уменьшить вырез, если у вас там возраст не позволяет, или желание вам не нравится, что у вас тут, например, будет бретелька бюстгальтера, да, торчать. Зачем вам это нужно? Согласитесь, да? То есть нюансы все эти учитывайте под себя. Так же, как учитываете длину рукава. Длина рукава у меня есть, я ее сделала 40 сантиметров от планки, но эта величина у вас должна быть индивидуальной. Рост у нас у всех разный, соответственно, длина изделия, длина рукава будет другой. Вот эту величину, которую я сделала усредненную, 58, 59, 60 сантиметров длина изделия, это тоже индивидуально по желанию. Какую длину хотите, девочки, такую и закладывайте в своем изделии. Но не игнорируйте сделать перерасчет по вертикальной плотности. Обязательно в ряды переведите. Ну и все. На этом, наверное, я заканчиваю свои объяснения. Описание очень короткое у нас, в принципе, будет выложено под видео в виде текста. Там вы все прочитаете. До новых встреч. Желаю вам удачно.